еще хочу вам ответить на один вопрос, извечный вопрос. Его задают... Да, что? Сейчас, подожди, пусть уляжется. Угу. Лежать. Мне Хвостов просто мешает. Его задают почти под каждым видео. Когда вы пересаживаете орхидеи, придерживаетесь вы циклов Луны, погодных условий, еще масса всяких вопросов, отвечаю не первый раз. Укладываю. Ложись. Так. Я тебе мявкну. Мявкну. И ты ложись давай. Ложись. Сёма, все. Закончил. Твои похождения. Ложись. Быстро. Добрый день, друзья. Вы меня часто просите показать ту или иную орхидею. Сегодня покажу 3 орхидеи, но напомню вам, что к нам на выставку в КСК Экспресс в парке Вити Черевичкина приезжает Александра Красина. В субботу 23-го будет мастер-класс по пересадке, и вы можете приобрести орхидеи, которые привезет Александра, или же сделать предварительный заказ. Ссылки на контакты с Александрой я оставлю в описании под видео. Приходите, будет интересно. Время пока не могу назвать, но думаю, что это будет в первой половине дня с 11 до часу. Пока нет точного времени мастер-класса, это не от нас с Александрой зависит. И можете задать свои вопросы и мне, и Александре, и мы с удовольствием на них ответим. А сейчас покажу вам 3 орхидеи. Не все и не всегда получается так, как хотелось бы мне или вам. И не всегда мои эксперименты заканчиваются стопроцентным успехом. Но это как бы не эксперименты. Я покупаю орхидеи, которые заведомо никто не купит. Потому что или они без корней, совсем без корней. Не все орхидеи без корней выживают. Или же, вот как в этом случае, орхидея без корней, а еще цветоносы с точки роста. Ну, в общем, делюсь своими и удачами, и неудачами. Да нет, это не неудачи, это даже я не знаю, как сказать. В общем, не достигла я того результата, которого бы я хотела. Конечно, это зависит в основном не от меня, а от орхидей. И вот орхидея, которую я вам показала, когда приобрела, это орхидея Гренобль. Очень красивая, маленькая, темная орхидея. Ссылку на видео, где я первый раз ее показываю, я оставлю в правом верхнем углу экрана. У нее листиков было много, но корней у нее нет от слова совсем. Некоторые орхидеи прекрасно себя чувствуют и оживают, а вот это не хочет. Я ее даже обработала Максимом, но корень, вот он единственный корень, который я каждое утро опрыскиваю водой. Надеюсь, что, может быть, она все-таки выпустит хотя бы один корень или листик, но надежды как-то тают с каждым днем. Но бороться буду до последнего. Листики желтеют, становятся очень тонкими. Но из опыта знаю, что когда листики вот так истончаются, ничего хорошего ждать не приходится. Но скоро Новый год. Будем надеяться на чудо.
Вторая орхидея, я ее покупала, по-моему, весной, и назвала ее «Принцесса 2». Это красивый биглип с такой яркой пятнистой губой. И здесь тоже нет корней. Нет, даже показывать нечего в горшке. И также есть всего один корень, который лежит на грунте. И вот здесь есть еще один корешок, ну, который сложно даже корнем назвать. Он так немного усыхает, он находится под листиком. Но эта орхидея еще и с цветоносом из точки роста. То есть роста ее ждать не приходится. На удивление, после такого длительного пребывания и опрыскивания вот так же этого одного единственного корня, вдруг начал расти маленький корешок. В принципе, и не должен был этого делать. Но вот что-то с орхидеей случилось интересное, она смогла пробудить этот корень. Еще что с ней произошло? Из спящей почки начал расти цветонос. Я его брала, потому что орхидея, хоть, может быть, где-нибудь детку вырастет. Но из почки пошел цветонос. И расстроилась еще раз. Видите, здесь листик есть. Тоже из почки. И вот сейчас я уберу этот листик и покажу вам, что там происходит. А там под ним корешок. Нет, не корешок. Здесь тоже растет цветонос. Обидно. Так рассчитывала на детку, но опять цветонос. Я подожду, когда он распрямится, для того, чтобы безболезненно убрать этот цветонос тоже. Мне бы очень хотелось, чтобы она дала детку. Больно красивая орхидея. И черный лебедь. Как много о нем вопросов. И эта орхидея меня летом немного расстроила. Но она все время и в горшке немного корни растит. Они есть. Вот они, растущие корни. Но старые листья она все сбросила. Когда она сбрасывала лист, я увидела довольно-таки большое черное пятно на шее орхидеи. Ну, сейчас под красным, под Максимом, его просто уже не видно, это черное пятно, но оно было. Это случилось месяца 2,5 назад. Конечно, я обработала черное пятно. Сёма, лежать, опять мешаешь. Да что ж это такое сегодня? Стол маленький, скажи. Не открыли стол. Разгуляться негде. И пятно я обработала Максимом. Так было жалко и обидно, когда появилось это пятно. Но все закончилось хорошо. Орхидея начала выпускать корни. Очень активно. Больше всего мне нравится вот этот маленький корень. Растет новый листик. Почки не пробудила. Пусть лучше растет, чем цветет на данный момент. Еще хочу вам ответить на один вопрос. Извечный вопрос. Его задают... Да, что? Сейчас, подожди, пусть уляжется. Угу. Лежать. Мне хвостов просто мешает. Его задают почти под каждым видео. Когда вы пересаживаете орхидеи, придерживаетесь вы циклов Луны, погодных условий, еще масса всяких вопросов. Отвечаю не первый раз. Лунного календаря я не придерживаюсь.
обращаю внимание только на жизненные циклы орхидеи. Когда орхидея в активном росте, тогда я ее и пересаживаю. И очень давно не делаю пересадок, не разбираю корни орхидеи, в каком бы она состоянии ни была. Вот если бы я разобрала вот эту орхидею, Гренобль, маленькую орхидею, она бы уже давно погибла. Если бы я вот эту орхидею сразу после покупки разобрала без корней, она бы тоже уже погибла. А сейчас есть хоть маленькая, но надежда на то, что она выживет. А уж взрослые орхидеи с большим количеством корней в горшке, и даже если половина корней в горшке гнилых, они все равно прекрасно выживают без пересадок сразу после покупки. А домашние орхидеи, ну вот такая орхидея, ну подожду еще до конца февраля и обязательно ее пересажу, потому что активный рост корней. Я не думаю, что она сейчас будет цвести, у нее на это сил не хватит. А вот рост у нее будет прекрасный. Так что орхидеи нужно пересаживать, когда они в активном росте, а не когда придет какая-то фаза Луны. Но если вам нравится придерживаться фазы Луны, то придерживайтесь сразу двух важных показателей для пересадки. Фаза Луны и растущие корни. И у вас все будет получаться. И еще один вопрос, на который бы мне хотелось дать ответ. Многие знают, что у меня есть второй канал, но я его не веду. Это кулинарный канал. И даже больше канал о выпечке тортов, приготовлении десертов. Поделитесь каким-нибудь новогодним десертом. Вы знаете, вот на канале всего 55 видео. Но из этих 55 видео можно приготовить при маленьком-маленьком воображении 1000 новых рецептов. Для меня самый новогодний торт – это торт. Ему Юля хочется. Я понимаю, но Да, фу! не трогай Юлю. Не трогайте никого. Ну что сегодня такое? Что за активность сегодня повышенная такая, а? Ребята, для меня самый вкусный новогодний торт – это апельсиновый бисквит. Апельсин, конечно, пахнет не так, как мандарин, но все-таки вот для меня это новогодняя атмосфера. И на канале есть апельсиновый бисквит и апельсиновый крем. Ну, или можно сказать апельсиновый курт. И лимонный курт. И с курдом можно придумать массу десертов. Десерты в стакане, в бокале, как угодно. К апельсиновому курду или лимонному курду можно добавить заварной крем, любые свежие фрукты, печенье и сделать великолепный новогодний десерт. Придумывайте, дерзайте, и у вас все получится. И если есть вопросы по приготовлению, например, апельсинового бисквита, задавайте на том канале, я тоже обязательно отвечу. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Безобразие. Это просто кошмар, а не безобразие. Ричи, сидеть! А вот не мог всю съемку так себя прилично вести. Не мог. Не мог. Там Юля ходит. Не мог.